Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Польза.ком. Сегодня предмет моего обзора – витамины. Чтобы вы понимали, почему я хочу о них рассказать, это потому, что они мне помогают. И если часть из них и можно назвать плацебо, то те, что я принимаю на протяжении более чем 10 лет, язык так назвать у меня не поворачивается. А расскажу я о них на примере того, что именно заказал для себя и своей семьи на iHerb в этот раз. Обзор не рекламный, можете посмотреть на мой список заказов, подбираю и заказываю сам. Почему не покупаю их в аптеке, я думаю, вы и так знаете. Количество контрафакта в России среди лекарственных средств даже по официальным данным космос, не говоря уже о витаминах и пищевых добавках. Как вы знаете, лицензировать у нас намного проще пищевые добавки, чем витамины, поэтому многие поставщики витаминов, например, Берокко, раньше назывались витаминами, а теперь продают как пищевые добавки. Ладно, не буду вас особо задерживать и расскажу, почему я все витамины и добавки закупаю за рубежом, вне зависимости от бренда. Допустим, те же Берокко, по отзывам и моим наблюдениям, очень сильно отличаются по вкусу и эффекту, если их покупать в той же Финляндии, а не в соседней аптеке. И объяснение данному факту есть чисто экономическое. Крайне показательно в этом плане поведение такого пищевого гиганта, как Coca-Cola в Польше. В Польше они продают Coca-Colу, используя заменитель сахара, аргументируя это тем, что население этой страны привыкло к приторному вкусу напитка. А в Германии используют как подсластитель натуральный сахар. Вот и вся магия. Так что даже в Европе есть подобные проблемы, не говоря уже о нас. Вернусь все-таки к витаминам. С первым советом покупать напрямую в стране производителя мы уже определились. Я покупаю сейчас на сайте iHerb. До того, как я узнал о них, я покупал витамины из Финляндии через знакомых или из Латвии. Раньше пил только Супрадин, притом постоянно, так как в условиях крайнего севера и повышенных физических нагрузках, по мнению некоторых врачей, пить витаминные комплексы можно круглый год, делая короткие перерывы. Внимание, мои советы носят рекомендательный характер, и что бы я сейчас не рассказал, настоятельно рекомендую вам посоветоваться перед тем, как что-либо принимать с вашим терапевтом. Я врачей слушаю всегда, сам только решаю, что именно и где это покупать. Кстати, кто не подписан, подпишитесь, на канале всегда розыгрыши среди подписчиков. Подробности в описании к видео. Совет второй. Обязательно покупайте витаминные комплексы разных фирм. Лучше менять курсы. Я, допустим, пил 2 разных мультивитаминных комплекса Солгар, а теперь купил Optimen. Вот вам пример. Лучше пить разные витаминные комплексы. Идеально, если есть деньги, пить витамины по отдельности. Дозировку должен подбирать врач. Витаминный комплекс – это такой вид эконом-класса, когда лишних 12 тысяч в месяц нет на отдельные группы витаминов. Третий совет. Не скупитесь. Очень часто кажется, что витамины слишком дорого стоят. А потом, когда вы обратите внимание на их количество и дозировку, вы поймете, что хватит вам их на 2-3 месяца. Поделите это на стоимость, и окажется, что это не так и дорого. Четвертый совет. Покупайте только проверенные фирмы и линейки. Чем больше отзывов, тем лучше. Помните, что это фарма, а с ней шутки плохи. Я всегда подбираю то, что покупает большинство, и никогда не жалел о своем выборе. Пятый совет. Что бы ни говорил врач и ваш внутренний голос, обязательно читайте инструкцию, следите за дозировкой и никогда не превышайте его. И прислушивайтесь к вашим ощущениям. При малейшем намеке на побочные действия переставайте пить витамины. Не принимайте их совместно с лекарствами. Можно принимать только если разрешит ваш лечащий врач. Шестой совет. Не ждите скорых результатов. Витамины при любом раскладе – это не замена режима тренировок, правильного питания и здорового образа жизни. Они не выводят шлаки, не нейтрализуют алкоголь или действие сигарет. Они просто дополняют ваш ежедневный рацион тем, что, возможно, в вашей еде отсутствует. Вы ведь помните такие школьные аксиомы, как витамин А может усваиваться только совместно с жирами. Седьмой совет. Из отдельных добавок, таких как кальций, который я не советую вам пить бездумно, это может нанести вам вред. Особое внимание стоит обратить на жирные кислоты, такие как на омегу-3. А по-простому обязательно купите рыбий жир. Омегу-6 и омегу-9 вы можете получать из обычных продуктов, и они не считаются особо важными для вашего организма. Но помните, если вы поскупитесь, толка не будет. Его уже очень давно научились делать синтетическим. Читайте то, что написано на упаковке. И, к сожалению, он не может стоить дешево. Для примера, вот такая полулитровая бутылка на iHerb при всех скидках обошлась мне в $40. Если бы я пил ее один, мне бы хватило на 100 дней, а это 3 с лишним месяца. Восьмой совет. Обязательно покупайте витамины детям. Вот кому реально они нужны. Они растут, а содержание витаминов в пище с каждым годом становится все меньше. И если мы с вами выросли, питаясь с грядки, им даже это не поможет. Чтобы заставить их пить рыбий жир, есть много различных способов. Лучший из них – это пластины рыбьего жира в виде жевательных конфет. Стоят они космос, но от них даже запаха рыбы нет. А результат употребления не заставит вас долго ждать.
Об этом я заявляю как родитель. Но как вы видите, я сейчас уже начал покупать рыбий жир со вкусом лимона. И мой ребенок, даже впервые его пробуя и ожидая по моей реакции чего-то невкусного, был рад выпить этот рыбий жир без какого-либо негатива с его стороны. 9-й совет: храните витамины правильно. Как советуют производители, в банке значит в банке. Я вот траванулся с алгаровскими витаминами по своей глупости. Решил в отпуске пересыпать их в пакет с банки, а потом не заметил, как капсулы внутри покрылись черной плесенью, и съел. Кратко, мне было очень долго плохо, поэтому я обратил на это ваше внимание. Да и от детей и животных нужно их хранить максимально далеко. Хотя по большому счету, если вы будете закрывать их вот в их стандартных банках, как, допустим, вот этот Оптимен, я его сам еле открываю, ребенок его тем более вряд ли сможет открыть. 10-й совет: после ролика вы просто сядьте и спокойно посчитайте, сколько вы тратите на сигареты, алкоголь, чипсы, энергетики и подобную этому дрянь. Я не зожевец, но примерно представляю, сколько это выходит. И решите, может, у вас все-таки есть пару тысяч на вашу семью для того, чтобы помочь им легче перенести эту зиму. А именно зимой и рекомендуется употреблять витаминные комплексы вне зависимости от того, где вы живете. Мне мой последний заказ обошелся в 7400 рублей, при том, что запасы витаминов сыну хватит на 3 месяца, мне на 3 месяца и супруге на 2. Доставка на iHerb для покупок свыше 5000 рублей бесплатна. Я, кстати, там и зубную пасту покупаю. И учитывая все кэшбэки, включая EPN и скидку самого магазина, в итоге мне этот заказ обошелся в 5800 рублей. Поделите это на 3 и как раз, как я и говорил, 2000 рублей в месяц на семью. На всех. Меньше блока сигарет. На то, что я себе заказал, ссылки для заказа в описании к видео, как и кэшбэк EPN. Это, конечно, не космос деньги, но вы видите, сколько я там уже сэкономил. Товары можете и другие посмотреть, там довольно быстро все раскупается, но альтернатив довольно много. На канале конкурс Mi Band 3 и Ana Band 4 Run Edition в розыгрыше 15 и 30 числа каждого месяца. Условия для участия: коммент, подписка, колокольчик, лайк. Выбор рандомно. На канале Мата Нет отвечу всем, новое видео минимум 2 раза в неделю, а чаще 3 раза. Сейчас вы как раз видите, каким образом я выбираю очередного победителя. Прошу со мной ВКонтакте связаться, чтобы я смог отправить подарок. Подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья. Польза.ком рекомендует заниматься своим здоровьем и здоровьем своей семьи.